Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня у нас будет Павлин Рави с первобытным инстинктом. Наконец-то эта имба появилась у меня, да. Ну что, будем тащить. Сразу отправимся в командные бои. Потому что в командных боях отражение будет пожестче. Сразу на многих персонажей, там будет поэпичнее, мне кажется. Ну и погнали. Кстати, я там небольшую закономерность у себя заметил. Я вот пооткрывал сейчас все сундуки, которые у меня были вообще, да. И вспомнил про то, что у меня был Никс, на котором я открывал сундуки. Ой, точнее не открывал сундуки, которого прокачивал на 15 уровень неделю или 2 назад, около того. И знаете, сколько мне жетонов выпало за все это время? 12. Целых 12 жетонов выпало на Никса. Это просто нечто. На других персонажей мне падают по 5000, а на Никса 12. Ну вот как это назвать? Ладно, давайте тащить, потому что нам нужно ботиков найти. И вообще надо поднимать рейтинг на Павлине, потому что на такой имбе не поднять рейтинг, это, конечно, обидно. Будет сделать? Не сделать, точнее. Посмотрите, ну просто эти дальности, эти радиуса, этот первобытный инстинктор, вам сейчас покажу, как же он работает, да. Когда вы нажимаете активный навык, у вас появляются щитки вокруг спины, они продолжают работать, и вот это все время они отражают урон. Вот такая вот имба, вот такая вот, да. То есть ближники вам не так сильно страшны, ну и дальние атаки тоже. Так, я вижу противника. Хоть какого-то, но нашел. Одного мы убиваем. Сразу бахнем так, копьем, дробовиком и трипл килл делаем. Ну тут, смотрите, противники не очень сильные попались против меня. Можно сейчас залутать аптечек, будет быстренько, кстати, это надо сделать, потому что если мы сейчас аптечки не залутаем, то у нас будут проблемы серьезные. Змея себе что-то там много позволяет как-то. Посмотрите, сколько защиты валяется. Смотрите просто на это. На это нечто. На это нечто защитное, да? Сейчас я бахну тут. Блин, они там дерутся между собой, а мы тут просто фигней страдаем, если честно. На, просто. Ну ничего, сейчас я тут трипл килл сделаю, смотрите, чекайте. Чекайте, трипл килл. Квадро килл. Сейчас рэмпейдж будет, царский рэмпейдж. Так, надо бахнуть этой штукой. Вот так вот, прекрасненько. Блин, они сбежали, они... Мой трипл килл. Верните мой трипл килл. Квадро килл. Где мой урон? Остановись, Ну, вот... Эх, не дают. Ну, вы видели, какой замес был дикий? Я тут такой себя имбой чувствовал. Жалко, не получилось потестить активный навык, точнее, первобытный инстинкт. Ну, просто потому что, ну, вы видели, противники низкого уровня, они ничего не могут. Я уж молчу там про то, чтобы надо кинуть что-то, задамажить или что-то такое. Ник, кстати, забрал легендарный дробовик, но я не особо из этого плачусь, потому что Никс вроде адекватный. Хоть и низкого уровня, но адекватный. Ну и, в принципе, мы затащили, вот. Такие дела. Изи, изи. Ну, это просто повезло. У меня более-менее адекватная команда была. Противники дрались только между собой, как я заметил, да. Ну, я там очень много, на самом деле, надамажил, потому что, ну... Вот такое копье, оно, конечно, дает очень много. Плюс всякие бусты фламингоса, точнее, павлиноса. Блин, ну я их постоянно путаю. Вы извиняйте, ребят. Ну, не могу я это выдержать в себе, ну просто. Ну, у меня почему-то павлин, фламинго. И так каждый раз. Смотрите, сейчас автоатака сработает. Опа, значит он там. Видите? Ни разу не ошибся. Потому что автоатака копья — это имба. В плане направления противника она вычисляет 100% практически. Ну, правда, не работает на всю карту, конечно, но вблизи она работает, поэтому вот так вот можно использовать, искать хамелеончиков на халяву и тащить. Но мы отправимся сразу в следующий бой. Надеюсь, сейчас будет замес поэпичней, противники будут поинтересней, и можно будет затестить первобытный инстинкт. Надеюсь на это. Так, ну тут ботик легендарный уже к нам прибежал. Сразу бахну по нему промахами. Бахнем еще раз промахами. Отдай, отдай! Опять Никс 9, похоже, попался. Не отдали мне. Первобытный... Этот... как его? Забыл. Легендарный дроп. Обидно, конечно. Что я могу сказать? Хотелось бы мне легендарный дропчик себе получить. Ну, в принципе, лук золотой есть. Копье золотое есть. Можно нагибать. Так, ну... Брюсик 12 уровня. Ля, какой жесткий. На тебе плюху. Я пока что понагибаю. О, там краб 12. Да блин, что такие жесткие? А, там еще другой сквад, ё-моё. Надо, короче, Брюса убивать, потому что он может быть проблемой серьезной. Тайбак здесь проблема, на самом деле, серьезная. Этот, какого там, 10 уровня. Пока что просто бахнем по нему. Так, по змеюке бахнем этим, чтобы она не скучала, а то, наверное, соскучилась там. Луком добьем. Не, ну копье это, конечно, у этого персонажа имба лютая. Бахнем сейчас промахами.
Так, они, блин, убегают. Тут еще один сквад пришел. Я по всем не успеваю дамажить просто, чисто физически. Так. Бахаем по этому. Отталкиваем. Ну и сейчас будем бахать копьем вот сюда вот. Вот так вот красивенько. Чтобы жизнь малина не казалась. Как говорится. Еще раз бахнем копьем. И еще бахнем. И еще бахнем. Блин, в этот раз промахнулся. Обидно. Так, бахнем еще раз копьем. Блин, опять промахнулся. Да что ж эти баки такие душные там бегают? Задолбали меня уже, умрите. О, все, убил бака. Убили кролика Скипи, который там прыгал. Фух, динамичненько. Динамичненько. Жалко, дробовика хорошего нету. Было бы красиво еще золотым дробовичком здесь бахать. Так, ну у нас все хорошо. Нагибаем, тащим. Правда, ботинок, как видите, я не особо сейчас использую. По одной простой причине, потому что, ну, особо не было смысла использовать. Хотя от бака надо было убегать, то есть можно было вот это вот все использовать. Ну, я уже 100 раз говорил, чтобы качественно использовать ботинок и сандали святого, нужно к ним привыкнуть. А привыкать я пока что не собираюсь. Поэтому такие вот дела. А вот и крабик, кстати, вылез. Бахаем пока что просто так. Автоатака, вот так вот бахаем. Красивенько. Бахаем, 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 бахаем так, так. О, кстати, отражалочка. Надо же использовать, да, точно. Надо использовать отражалочку. Ага. То есть типа норм, да? Ну типа да. Чё? 13-й Брюс, 12-й Брюс, 12-й краб. Моя команда, 5 уровень. What? What? Ладно бы они еще хотя бы не умирали, понимаете, да? Еще бы хотя бы не умирали. Но они же все поумирали, ну полностью нос. Ну, с такой командой затащить, конечно, было нереально против такой команды. Тут мне нужно было... Был, конечно, вариант затащить. Это если бы я маневрировал и мои союзники бы жили. И так бы было минуты 3, наверное, я бы смог вытащить. Но это если бы они вообще не умирали. Ну, я про союзников, да? Если бы хоть один умер, я бы вряд ли смог резнуть, потому что по 2 Брюса и краба идти, конечно, ну, вы видели. Я попытался, но чем это закончилось, сами все понимаете. Обидно, конечно. Могли затащить. Вот если бы тогда они не сбежали с замеса, если бы тогда тот сквад, который дрался с нами, чуть-чуть дрался еще и с ними, то мы бы затащили. Я думаю. Ну, что случилось, то случилось. Обстоятельства не такие. Плюс я не знал, что там реально 2 Брюса таких жестких. Если бы я знал, я бы к крабу туда вообще не подходил бы. И держал бы очень жесткую дистанцию. Но что получилось, то получилось. И вы видели результат. Поэтому нужно немножечко быть аккуратнее в таких моментах, когда видишь противника, что он под домиком, что ты не знаешь, сколько там союзников его, сколько там, чего у него там находится, да. Поэтому лучше всегда быть немножко более безопасным, так сказать, более настороженным. Как это называется слово? Забыл. Сложные слова забываю постоянно. Ну да ладно, погнали дальше тащить. Может, по времени потом вспомню. Со временем, да. Что же это за слово? Блин, сложное слово забыл. Ну ладно. Короче, нагибаем дальше, все. Не будем вспоминать это слово, а то отвлекаешь сильно. Ну-ка, ну-ка, где противники? Выходите. Опа, противничек попался. Жирафчик, а ты куда собрался, друг? Кстати, можно, получается, копьем еще использовать его, чтобы оттолкнуть к себе. Опять краб 10-й попадается. Жесткий крабик. Жесткий. Ну мы льва сейчас добьем. Красивенько. Крабика словим. Кстати, видели, как на какую дистанцию ловит? Неплохо, да? Неплохая дистанция. Даже чуть дальше, чем средняя дистанция вообще по персонажам. Можно так даже сказать. Так, ну у нас тут все хорошо. Лутаем аптечку. Хилимся. Джейд, походу, не успела похилиться. Стояла здесь секунд 20. Непонятно зачем, непонятно почему. Но похилиться не успел. Так, слоник у нас сандальми святого. Поэтому, если что, можно здесь подоминировать немножко на воде. Опять же, нужно ботинок не забывать использовать. Но у меня уровни предметов не очень на раве, на самом деле. Поэтому будет сложно с этим играть. Я, кстати, дефибриллятор не взял, вы заметили, да? Вот, я думаю, что я не взял? Какую я ошибку допустил? Ну, тут было без вариантов, потому что Джейд со слоном сразу умерли. Поэтому, как бы, тут уже было без вариантов, да. Если бы они еще были живы, возможно, я бы смог затащить. Плюс у меня не было дефибриллятора, поэтому мы сейчас его поставим. Да, я забыл про него, потому что раньше играл на низком уровне, там особо он не был нужен, потому что я все тащил, как бы. А сейчас, когда рейтинг повыше стал, где нужен уже дефибриллятор, и без него никуда, теперь надо. Вот сейчас бы я резнул слона, возможно, мы смогли бы затащить. Или Джейд. Поэтому сейчас возьмем дефибриллятор красивый. Опять же, надо волка докачать. О, это когда-нибудь я сделаю, наконец-то.
Вместо чего? Зубы вампира нужны. Они помогают. Ботинок, ну, тоже нужен. Заменим сандали святого. 6-м дефибриллятором. Конечно, да, он слабоватый, бесполезный. 45 секунд кадешки, но это 45 секунд кадешки. Это реально все-таки жестко. Вот сейчас бы это могло затащить. Опять же, мы это узнали бы только, если бы я затащил. И если бы у меня был дефибриллятор. Без него, как видели, просто минус все в команде. Ну, это баг 13, что там говорить. Ладно, пытаемся затащить. У нас тут есть лев. Лев это хорошо, кстати. Лев это хорошо. У льва хороший урон. Плюс он может затащить. Очень жестко. Так, тут тут противники. Я думал, тут боты. О, какой килл. Как кайфую. Опа. Еще бахаем. И разворотики. Отражалочка-то сработала. Красиво, да? Ах, прекрасная отражалочка. Жалко, не получается сейчас. Где там... С кем? Они с той Джей дерутся? Серьезно? То есть... Ну ладно, я буду автоатакой бахать. Мне, в принципе, не страшно. Может, чем-то попаду. О, там еще один склад пришел. А у нас только одна аптечка. Всего лишь. Опа, даблкил. Кстати, с разных складов, если что, противники. Опа. Изи тащим. Правда, жалко, что моя команда где-то в непонятном месте сейчас торчит. Но они же не видят, что я делаю, да? Правильно? Зачем им видеть это? Зачем им видеть, как я убиваю сквады? Они там где-то стоят, чем-то развлекаются. Очень интересным, судя по всему. Но судя по тому, что никто не умирает, значит, они ничего не делают. Не может быть, да? Но почему-то мне кажется, что это правда. Давайте проверим. Давайте. Ну ладно, бобер там дамажит. Ладно, бобер дамажит. А лев просто стоял, смотрел. Лев просто стоял, смотрел. Ох уж эти львы. Так, ну мы тут затащили почти все. Осталось просто добить последнего противничка. Это наш Никс, ладно. Да чё ж они такие уродливые? Хитрожопые, уворотливые Никсы. Ну ладно. Так, еще один Никс. Да ёб, еще с косточкой. Вот плодятся из ниоткуда просто. Еще один, смотрите, там просто склад Никсов получается. Опа, легендарный дропчик. Блин, а я без сандалий святого. Какая скорость. Я первый. Я первый, лев. Ох, какая дальность. Это кайф. Эх. Смотрите на эту жесткую штуку, а. Ну ничего, сандали святого хотя бы есть. Точнее, отсутствует, а ботинок есть. Ботинок у меня есть. Ну, в принципе, мы затащили. Хотя, смотрите, там есть 5 противников. И это, возможно, будет целый сквад. Так, ну пока что автоматом бахаем. Особо тут не целюсь. Ага, вот они. Какое меткое копье, да? Заходим в спину и нагибаем, ребят. Просто, смотрите. Пыщ. Ни в кого не попадаем. Врубаем отражение. И бахаем, и бахаем, и бахаем. И капканчик, и бахаем. Ох, кайф такой. Ну, в общем, вот, затащили. Хотя, хотел я красиво, конечно, ворваться, там, веером бахнуть всем в спину. И они бы все тут такие, вчетвером лежали бы мертвенькие. Но не получилось. Слишком дальности маловато. Маловато дальности, да? Маловато. Почти до конца экрана. Маловато. Надо будет больше дальности раскачать этому персонажу. Да что ты такой воротливый? Никс. Друг. Ну, кстати, вот в файтах, когда идут замесы на дальнюю очень дистанцию, ну, точнее, не дальнюю дистанцию, а когда идут замесы между двумя сквадами, 3 сквадами, вот когда такая многосторонка получается, когда перемешка получается, активный навык павлина просто можно по КД кидать, неважно куда, просто ради того, чтобы у вас работало всегда отражение, и вы за счет этого доминировали. Ну что ж, ребятки, мы на этой прекрасной ноте, на этой победе, да, 9 киллах закончим. Такой вот павлин Рави с первобытным инстинктом, я считаю, просто лютейший имбой, который раскроет себя чуть попозже, когда появятся нормальные предметы, прокачаются. Ну и когда поднимется рейтинг. Ну и уровень надо хотя бы до 14 поднять. Ну, конечно, в идеале до 15, чтобы понять, насколько же он жесткий. И хочется мне все-таки бахнуть копьем и шотнуть целый сквад одним копьем. Это было бы эпично, красиво. Это то, что нравится на этом персонаже мне очень сильно. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.